Израилю тоже надо взять, как у нас говорят, голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. В противном случае им не поможет и ядерное оружие. И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие. Но это если говорить о ядерном варианте. Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. Надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех. И России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, и Израиля, и Индии, там, Пакистана и других стран. Иран предложил вывести ядерные материалы, которые они наработали, обогащенные ядерные материалы для создания оружия, предложили вывести в Китай. В Россию россияне предлагали. Почему американцы не согласились, чтобы Иран вывез это обогащенный уран в Китай? Почему не согласились? Китай ядерная страна, она вырабатывает обогащенное ядерное топливо для оружия ядерного. Никто не запрещает Китаю, никто не давит на Китай. Ну пусть бы туда вывезли. Что это такое большое бы преимущество дало Китаю? Нет, абсолютно нет. Китай не обладает тем количеством ядерных боеголовок, что Россия и Соединенные Штаты Америки. Ну пускай бы в Китай вывезли, были бы под контролем эти материалы. Турция, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Эмираты и так далее, они все за то, чтобы прекратить эту стычку и начать устанавливать нормальные отношения. Все перечисленные мною страны об этом Трампу сказали. Мы не хотим там войны. Почему, вы тоже знаете. Поэтому объективные такие обстоятельства заставляют американцев двигаться дипломатическим путем для прекращения войны. Ни одна из стран-союзниц Соединенных Штатов Америки, если их можно так назвать сейчас, не выступила за продолжение конфликта, чтобы наказать Иран. Несмотря на то, что у некоторых стран, ну, допустим, как у Эмиратов, с Ираном были острые вопросы, и я бы не сказал, что они друзья. Но, тем не менее, руководство Объединенных Арабских Эмиратов прямо заявили Трампу о том, что войну нужно здесь заканчивать. Надо договариваться. Да, вы можете сказать, что некоторые беспилотники, которые запущены с территории Ирана, попадают и на жилые кварталы. Ну так это и есть недостаток этих беспилотников или объективная реальность с этими беспилотниками. Работают системы
подавления беспилотников, системы РЭБ, и в связи с этим беспилотники отклоняются от цели и падают. Топливо закончилось или еще там по каким-то причинам, они падают туда, куда их не направляли. Мы это тоже испытываем сейчас со стороны Украины и России. Они между собой воюют, а беспилотники на нашу территорию залетают. Вот недавно отклонился один из беспилотников, и прямо с территории России, Смоленской области, залетел и взорвался на территории Беларуси. Причина – работа систем радиоэлектронной борьбы. Точно так и там. Но Иран атакует базы Соединенных Штатов Америки. Агрессора, как они считают, который атаковал Иран. Что тут не так? Все так. Ну вот Соединенные Штаты Америки нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот. Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию, даже на малую операцию, потому что будут тысячи погибших американцев. Это Америка не переживет, особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах Америки против правящей республиканской партии. Невозможно было Америку втянуть в этот конфликт как какого-то ягненка, если бы они сами этого не хотели. Они считали, что таким образом они могут решить любую проблему военным путем. Вот ракеты, бахнем, и все будет окей. Нет. Поэтому да, Израиль провоцировал Соединенные Штаты Америки.